описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте. Мы находимся на китайском сервере. У нас 26-й день. И сегодня закончилась лига номер 2. То есть вторая лига. Первую я вам не показал. Так получилось, что у нас с Инферналом одна и та же лига. И он ролик выложил первый, я не стал дублировать контент, то есть, зачем два раза одно и то же показывать. Но я покажу вам это здесь. Итак, вот она была наша первая лига, закончилась, и наш топ выглядел вот так вот. 14900, это у нас неустрашимые, с очень большим количеством пробуждений, в том числе у Маштура. Команда Ауры, плюс 5, и новый эксклюзивный герой на плюс 1. Причем, обращу внимание, он каким-то образом успел уже 5 талантов пробудить. Третье место, это у нас был Ледяной Взрыв. Это вот человек с моего сервера. И четвертое тоже человек с моего сервера, 10600. Но я обращу внимание, у нас на той лиге действовал баф на урон льдом. Поэтому то, что он здесь 12 набил, вот эти, это заслуга в том числе бафа. А теперь смотрим вторую лигу. Итак, у нас вчера был баф на урон светом. Урон светом был вчера. Сегодня у нас баф на урон молний. Поэтому сегодняшняя обычная воронка, не лига, это у нас вот 14800, то есть вырвался вперед человек с неустрашимыми. А Ледяной Взрыв вернулся на 11 миллиардов. Ну а теперь лига. Лига... Как вы думаете, кто здесь? 19269. Это у нас тот же самый человек с аурой. Давайте смотреть его команду. Ничего необычного, куча очков здоровья, крит урон и в принципе все. Мифик он, кстати, использует на количество ослаблений, и вот этот мифик на вот эту атаку. Здесь другого нету как бы. Но на игнорирование защиты он здесь его не использует. Хотя, казалось бы, не очень хороший мифик, ладно. Дианта у него здесь полностью вспомогательная функция. Этот мифик, если у нас не наложилось ослабление какое-то, которое мы пытались накладывать, оно будет накладываться снова. То есть, попытка вторая будет. Такой вот мифик интересный. То есть она у нас часто промахивается с разломом. Возможно, для этого он здесь поставил его. Обычная анализис, 49 ускорения, 100 тысяч здоровья плюсом. Линкас 55 тысяч. Маловато защиты. Как-то... полностью в атаку одевал. На раздачу. И новый эксклюзивный герой поддержки. Атаки побольше. Очков здоровья. Не то чтобы, кстати, много. Ускорение 37. Непонятно. Кто танкует? То ли Анализис танкует, судя по очкам здоровья. То ли танк вот этот. Но здесь тогда допом должна быть куча здоровья. Навряд ли. Ладно. Уже целых 5 талантов он у нас пробудил, и плюс ко всему он взял вот этот урон по боссу. Очки здоровья, крит урон пробудил, вот этот урон уже 9%. Серьезно. И вот этот урон тоже 9%, да. Серьезно. Второе место те же самые неустрашимые, с кучей пробуждений. Атака, крит урон. Скорость атаки 0.49. Настенка с артефактом. Она у нас вся в урон, кроме одной вещи. То есть невыгодно ее одевать. Опять, очень много атаки. Он ее, кстати, не раздает, это чисто для нее. Маштур, как обычно. Немного защиты, немного здоровья. Точность ускорения 52. Кульвида ускорение 45. Очень много атаки на раздачу. В принципе, все. И точность понятно. Рейта у нас очень много атаки, тоже раздает. Точность, ускорение 52. У нее здесь талант на ускорение, да? Раз в 10 секунд по 3%. Его достаточно. То есть ускорения вроде бы не хватает, но оно с лихвой покрывается вот этим талантом. Джин, уже 4 таланта пробужденный. Третья команда. Очень большая разница, 12 миллиардов. С Ирмушем? Но разница очень большая, да. Кульвида тоже на атаку. Живеньев тоже так же. Настенка похуже. Меньше крит урона, меньше атаки. Похуже одета на раздачу атаки. Плюс-минус то же самое. Только она почему-то атаку не раздает. Он ее решил в крит шанс, крит урон одеть.
чтобы получше лечило. Ирнуш у нас здесь. Баф с щитами вот этот раздает. Очень много защиты, кстати. И здоровье. Может быть даже максимальное, да? Да, похоже, что Ирнуш танкует. Да. И пробужденный талант. Тоже 4 штуки уже. Ну, 26-й день сезона, видимо, что к этому моменту уже, да, 5 талантов можно будет пробудить, если хорошо постараться, если повезет. С маленьким количеством пробуждений, 11, почти 900. Тоже скорость атаки много, крит урон, все то же самое. Кульвида. На раздаче атаки, все то же самое. Маштур. Ну, плюс-минус то же самое, то есть только побольше защиты, побольше здоровья. И точность. Ускорение 31. Настенка, опять же, в урон. Одна вспомогательная шмотка на раздачу. Атаки поменьше, крит урон нормально. И рейта. Рейта такая же, плюс-минус, да? По ускорению, по атаке тоже раздает атаку. Джин, вот такой вот. Ну, вот эту команду... это не команда Ауры, я его перепутал. У нас здесь игрок наш. Вот этот вот странный. Я хотел сказать, что вот это мы пропустим, потому что он одевается странно. У него такое количество пробуждения, а он урона вообще не наносит. Сравнить 9 миллиардов и 19. Так у него там 5-е пробуждение, а здесь 1-е. Ну, то есть... Поэтому его даже показывать стыдно. Как он так играет. Здесь у нас разъедание. Удивительно. 11374. Не на своем бафе. Ну да, здесь 5-е пробуждение. Тут Маштур. Маштур поднял, получается, разъедание. На очень даже неплохой результат. Но опять же, 5-я Сицидис, это капец. Маштур здесь обычный, привычный. Рита. На ракушке, кстати. Сопротивление у нее собрано зачем-то. Ну, понятно, что она, получается, скорее всего, танкует. Рук 409 уже собрал. Ничего себе. Ну, правда, без ускорения, но все равно 409 уже собрал. На 26-й день сезона. Я офигею. И Сицидис уже полностью... 6600. Где вы это берете снаряжение? Ну, он, наверное, передал. Да, с прошлого сезона. Все 4 шмотки. Понял. Рука, значит, молодец, успел уже собрать. Сокридея у нас здесь максимум в атаку, ну и на остаток все остальное. Прикольно. Тоже талант Джина. Ледяной взрыв наш. 11 миллиардов. Билдель. Неплохо. Обычная билдель. Сова с артефактом. Обычная сова. Вроде бы ничего такого. Шина. Без разлома. Потому что у нас этим занимается Этериал. На раздачу атаки одета. Максимум. Ну, когда 5-я билдель, конечно же, это разумно. Да, может быть, даже когда и не 5-я. Потому что весь урон она наносит, поэтому. Орел. Гордая птица. Точность. Куча защиты. Ну и, в принципе, все. Этериал. Тоже атака, раздача атаки. Точность и ракушка. Понятно. Таланты, обращаем внимание, да? И Джин. Джин вот такой вот. 3 таланта только. Я не совсем понимаю, кто здесь танкует. То ли Фридгунда, но навряд ли. Но получается Шина. 51 тысяча плюсом. 1600. Получается Шина, у нее здесь даже бессмертие. Я пробовал на тест-сервере, у меня Шина танкует очень плохо. Даже хуже, чем когда Билдель танкует. Билдель, который получает удар, и потом еще один получается, 2 удара. Она танкует лучше, чем Шина. Она у меня очень рано умирает. Что-то я не так делаю с этим орлом. У него какая-то специфика такая, работа его навыков, вот это в блокировке урона, которую я пока еще не понял. 10 миллиардов 500, ну, в принципе, та же команда, то есть здесь вроде бы смотреть нечего. 10 300, то же самое, только хуже вариант, да, потому что урона заметно меньше. Топ-9, то же самое, то есть куча пробуждений, но урона мало. Этого я уже кадра показывал. Ну, давайте еще раз покажу его. Ну, вот смотрите, неуязвимость. Хотя одет вроде бы неплохо, да? Смотрите. Ну, что это такое? Что это такое? Но на арене он топ-1. То есть такое ощущение, что у него может быть главный интерес это арена. Ему вот это вот неинтересно. Ну, учитывая его пробуждение, я так понимаю, что ему эти осколочки нафиг не нужны. Если он на старте получил плюс 5, у него еще орел плюс 4, мне кажется. Хотя как тогда вот это произошло? Как вот это произошло? Плюс 3. Что у нас на второй воронке?
Подсчет через 2 дня. То есть, может быть, здесь уже, в принципе, поотбивали. Ну, и здесь у нас неустрашимый в топе. Неустрашимый в топе, причем я думаю, что, конечно же, он никакого снаряжения здесь не менял по сравнению с воронкой с обычной. То есть, все то же самое. Та же команда. Баф он выбрал какой-то и влупил. Разве что тайминги поменялись, потому что здесь все-таки Нептун. И то, чьи? Ну, Сапов может быть. Хотя тоже навряд ли. Мне кажется, он просто поставил его как есть. Второе место неустрашимый тоже. Третье разъедание 12 миллиардов. Причем вторая всего лишь Сицидис. Обращу внимание, 391% крит урона. Здесь, ну, неплохо. 5500 уже и 256%. Очень даже неплохо. Ну, это снаряжение переданное с прошлых сезонов. Тоже побольше атаки. И код. Странный наш игрок, но здесь какое-то место занимает. Ледяной взрыв как-то здесь совсем печально. Отыграл. Я как-то ледяной взрыв вообще на него, ну, рассчитывал, что он будет сильнее. Добавился артефакт, добавился орел, который в 4 ДД позволяет жить. Ну, как-то и Террил начали ставить, да, на усиление урона. Но что-то не помогло, не помогло. Все равно неустрашимый обходит значительно. Ну, давайте быстренько заглянем в арену всех владений. Я здесь верхушку прям топа ним покажу. У меня здесь 2400 вон наверху, 2000, 1800. Но хотя бы вот низ рейтинга, то есть средний вот этот показатель, могу здесь зацепить. 1500. Видим, Волк ФС. Хорошая у них сейчас связь, кстати, для арены, чтобы ФСу могли ставить и вот эту штуку. 1400. Тоже тени. Только уже с Анализис. Здесь у нас кто? Здесь у нас Эманлей, да, с Гришнаром. Нарушена связь, но все равно рейтинг он неплохой. Набил. 1500. Похожий вариант с Гришнаром, только уже через теней. Вот, 1680, уже поинтереснее. Здесь у нас и Террил. Мерзкая команда, потому что здесь у нас еще и кальмары, ФАЭСа, да. Еще они и сами ускоряются, и при этом нас вон тормозят как могут. Еще и этот иммунитет на старте. Ну, вообще шикарно. И ей достаточно вот таких показателей. Казалось бы, да, 1600 атаки, 340 просвещенности. А ей достаточно для того, чтобы выкашивать наши команды. Желудь. Сагамирчик с этой штукой. Ага, новый артефакт. Часики. И вот такой вот боевой аренный олень. Так, еще один с того же райончика, скажем так, 1660. Здесь у нас уже волчара. Причем тоже просвещенности мало, атаки побольше. Здесь артефакт на боевой навык, неуязвимость. Кальмар с ребрами. Анализис с этим артефактом из фей. Кстати, ну да, он вредный должен быть, этот артефакт. Так, скорость атаки он вообще не трогал, кстати. Здесь тоже удивительно, вроде бы. Раньше собирали на скорость атаки теней, чтобы они быстро стартовали. Сейчас уже не собираем, значит, да? Желудь. И Синарел на старте, я так понимаю, да, кидает свой навык, свою неуязвимость, чтобы в случае чего не сняли быстро. Так, ну здесь опять тень. Эманлейда. Этерил Схвитар. С 2 эксклюзивками. С 3 даже, можно сказать. Ну вот один попался вариант с Торресией. Ладно, не будем здесь углубляться. Я попробую подняться повыше. Я уже пытаюсь это сделать. Команду яда себе я поставил. Она у меня, в принципе, я уже показывал, да, неплохо справляется. Только нужно аккуратно противников подбирать, иначе, да, можно много рейтинга спустить. Попробую подняться повыше и попозже показать прям топы. А наш топ-1 тот самый странный чувак. Он здесь вот так вот играет. Через Торресию и через новую эксклюзивку. Естественно. Торресия у него с иммунитетом. А эксклюзивка у него с плащом. Фаэса, Стансет и Эманлейда. Вот такой вот олень у него. Простенький, довольно-таки. Он уверенно топ-1 здесь держит. Ну и, кстати, обращу внимание, что мне даже до топа добираться не придется, чтобы показать, кто у нас в топе.
Тот же самый странный чувак. Да, все-таки, наверное, он как-то упирается именно в арену. А на этом все, больше показать нечего. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.